Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня попробуем немножко в другом формате снимать хруст. Сначала все похрущу глинкой, а только потом буду говорить полное описание. Давайте начнем с хруста мела. Очень я сильно хочу похрустеть им. Все-таки я не удержался. Один сорт Честер это слишком, поэтому я сделал все-таки ассорти, добавил еще некоторые сорта. Многие, кстати, после того ролика писали и просили именно из того раскола, с той глыбы им положить заказ. Но, ребят, не переживайте, таких глыб было около 6. На данный момент в ассортименте их осталось около 3. Общий вес это где-то килограмм, наверное, 40, может быть, если не больше. Поэтому не переживайте, Честер есть в наличии именно из той поставки. Хруст ассорти. Песчанка. Даже все-таки вкуснятина в плане песчанки. Этого я не ел мел уже, наверное, пару недель с предыдущего ролика. То есть я его жую и выплевываю теперь. Вот так вот делаю. Наверное, так будет более безопасно. И поэтому такой кайф его сейчас глотать. Это просто вау. А на роликах я на всех его глотаю. Вау. И, кстати, иногда говорят, что значит вода в стакане закончилась. Сзади же кувшин стоит, можно набрать. По такой логике можно съесть несколько килограммов за раз. Просто если я допиваю этот стакан, я понимаю, что уже точно хватит. Это даже уже было с перебором, если допил весь стакан во время ролика. Поехали, начнем с самой первой глины. Первая глина у нас называется Вера. Выглядит она как примерно Астана вторая либо первая. Будем пробовать. Она неимоверно залипает. Цвет один в один, как у глины топленое молоко. Да и выглядит примерно она точно так же.
По структуре внешне видно, что она очень такая маслянистая, сливочная. Хруст минимальный, практически отсутствует. Залипание очень-очень сильное. Я устал ее жевать. Наверное, это был не очень лучший выбор, что я начал с этой глины. Что еще по описанию можно здесь добавить? Вкус. Вкус немножко будто бы какой-то цветочный прослеживается. Называется глина Вера, если я не сказал. И вот чисто глиняное послевкусие. Не пыльно-меловое или мело-глиняное, да, вот вместе, а именно только пыльно-глиняное. Но, в принципе, по вкусу она мне понравилась, но из-за залипания я бы ее вообще баллы не начислял. То есть, если вот у меня скажут, какая глина самая залипучая, я вот ее бы назвал. Очень сильно залипает. Вкраплений в ней нет, скрежения вот этого вот нет неприятного. В целом глинка интересная, с мелом она сочетается очень хорошо, то есть можно из нее делать разные пасты. Вкус очень насыщенный становится, когда с мелом кушаешь, да и залипания как такового уже нет. Потому что в самой глине оно, конечно, вау. В общем, моя оценка, наверное, 4 из 10. Вкус у нее примерно 8, ну 7 из 10. Но из-за залипания она получает такую оценку, потому что я залипающие такие глины не люблю, а это одна из самых залипучих. В общем, перейдем к следующей. Давайте еще чуть-чуть мелком похрустим. Какой насыщенный просто вкус извести по белке, хотя мелок жирный достаточно. Вау. Кстати, кто любит акцию «Угадай вес», победитель которой это тот человек, который ближе всего, допустим, вот я собрал сорти разные, мел, глина, пиленый, кусковой, самые популярные сорта, делаю фото на весах без веса, и кто ближе всего по цифре будет к весу, тот забирает это сорти бесплатно. Данный розыгрыш, ну точнее акция проходит у меня в группе ВКонтакте на данный момент, продлится еще пару дней, поэтому успевайте. Кто из желающих здесь есть. В описании ролика находится ссылка на группу ВКонтакте, на WhatsApp, на все абсолютно удобные для вас способы оформления заказа. Там вы можете оформить заказ, но именно акция проходит в группе ВКонтакте. Там вся информация есть, как описание сортов, фотографии, полностью весь ассортимент туда выгружен, там самая актуальная информация. Но если вам удобнее оформить заказ в WhatsApp или Инстаграме, конечно же, пишите туда. Ну, а мы вернемся к хрусту. Честно. Офигенный. О чем я и говорил. Из-за того, что тарелочка на окне, тесто настолько посушится, что будет просто вау. Он такой вкусняцкий. Кстати, даже с учетом того, что когда я сейчас ем мел или глину, и вот ее выплевываю, ну без ролика, да, я все равно стараюсь запивать огромным количеством воды, потому что, ну, все равно что-то попадает. Так вот, тут на днях снимал ролик, по-моему, для ВК. Там у нас теперь СМР Хруст. Кстати, ссылочка на ВК Хруст тоже находится в описании данного ролика. В Инстаграме опять заблокировали. До 10 тысяч подписчиков в этот раз дошел. Ну вот, кто-то жалуется на ролики. Будем пробовать ВКонтакте. И в чем суть? Снимал ролик именно для ВК с Хрустом.
Там, соответственно, мелок тоже глотал. Вроде съел-то чуть-чуть, а из-за того, что за вот эти 2-3 недели организм отвык от мела, глины, вот что-то такого, вот такого продукта, да, в организме, у меня так животу фигово было. Это просто трэш. Поэтому, ребят, кушайте, но в меру. Я, походу, явно не в меру сегодня поем. Еще интересный факт. Позже о нем расскажу. Давайте перейдем к следующей глинке. Глинка называется «Новинка». Поставщик этот, конечно, я с него вообще в шоке. Во-первых, сначала обещали отправить в одно время, отправили вообще через другое по Авито доставке. Я пишу, когда отправка, ваш заказ отправлен. Захожу, информация пришла, что срок отправки продлили. Я говорю, а мне такая информация пришла. Мне пишут, ну у них там проблемы какие-то на почте. Ну, может, и реально проблемы, конечно, на почте, но выглядит это все очень сомнительно. Потом отправили, говорят, пришлось что-то убрать, там по весу не прошло. Пишу, что убрали. Долго очень не отвечали, что убрали. В итоге через несколько дней ответили. Сейчас в заказе смотрю, это все в наличии. То есть даже человек не знал, что они отправили, что они не отправили. Как так можно подходить? Если у меня такая ситуация происходит, что я... Вот Авито доставка на данный момент по России самая дешевая доставка. Там она у некоторых по 50 рублей проходит за вес до 20 килограмм. Поэтому даже сам я иногда у поставщиков по ней оформляю. И в чем суть? Допустим, если я собрал, у меня на весах показывает 19 900, да? Потому что по почте максимальный вес это 20 килограмм по Авито доставке. Будет 20 килограмм и 1 грамм, все, посылку не примут. Бывает такое, что у меня весы показывают, допустим, 19 500, на почту прихожу, какого-то фига, у них там 2 100, 2 200. Приходится убирать, но опять же я человека предупреждаю об этом, я ему пишу, что я убрал. А в основном, допустим, если такая большая посылка, то я на посылку даю 18-19 килограмм на сам заказ. И килограмм 2 оставляю на упаковку, на подарок, на перевес. И вот я в основном убираю подарки и перевес. А у меня просто из заказа нафиг убрали мои сорта. Никаких подарков, перевесов там особо не было. Ну, немножко разочарования, конечно, было. В общем, давайте, глина новинка. Выглядит она, вот если мы возьмем предыдущую, там цвет прям топленого нежного молока. А здесь такое козье, что ли, молоко, не знаю, как сказать. Если сравнивать с молоком, то как обычное молоко, а это выглядит как раз-таки топленое, то есть цвет такой слегка коричневенький. Ну, достаточно хорошенько выглядит, хорошо выглядит. Ну, в общем, как хотите. Будем пробовать.
Желудку моему завтра не поздоровится, много сильно съел. Даже уже. А тут впереди еще Глин 8. Если вот вы примерно как и я много кушаете и не можете в какой-то момент остановиться, что кроме того, что вам нужно пить очень-очень много воды, очень сильно вам поможет тот факт, что нужно пережевывать прям до состояния водички практически. Я именно так и делаю, когда ем без ролика и выплевываю. То есть я, допустим, беру, самое важное вот для меня, допустим, просушенный мел очень вкусный. Я его откусил, жую до тех пор, пока это не станет прям водичкой, вот будто вы просто воды решили попить. И вот такое глотать более безопасно, потому что для желудка это будет намного легче. В общем, по новинке, откусывается она с хрустом, хрустит, при этом залипает. Но залипание такое среднее. Вкус насыщенно глиняный, глиняно-меловой, вот так вот даже его пыльный, очень насыщенный. Но в нем есть изюминка. Я почувствовал свежий привкус мяты. Ну вот я не знаю, пахнуть непонятно, она вот так вот пахнет или нет, но свежий привкус мяты. Я сначала думал, какую-то жвачку мне напоминает. Потом понял, что вот эти жвачки раньше были по 2 рубля, по-моему, самые простые. Но мало того, что вот этой вот свежестью какой-то пахнет, может быть, просто свежестью действительно, но отчетливый такой привкус идет именно мяты. В целом она мне понравилась побольше, чем предыдущая, поэтому, наверное, у нее будет 8 из 10. Хорошая глинка, вкусненькая. И привкус такой интересный, мятный. Еще что забыл сказать, данная глина, в ней попадаются моментами скрипучие железистые вот эти вот вкрапления, которые скрипят на зубах. Не сильно, не так часто попадаются, но вот в этом даже кусочке, казалось бы, очень чистом, они попались. И вот здесь тоже виднеются эти красно-желтоватые такие вкрапления. И в них уже присутствует именно вот эта скрипучесть. В общем, это была глинка новая, она так и называется, башкирская новая. Переходим к следующей. Еще немаловажный момент по данной глине. Она оригинальная посреди вот всех башкирских, которые у нас до этого были. Ни одна не похожа ни по цвету, ни по структуре, ни по вкусу, ни по привкусу. Особенно вот этот мятный, очень отчетливо для меня чувствуется. Холодок, наверное, свежесть, что-то такое. Ну, в общем, оригинальная глинка. Переходим к следующей глине. Пусть у нас будет следующая глина, сливочная вторая. Здесь уже у нас стандартный цвет такого топленого молока прослеживается. Она у многих глин уже попадалась. Именно по цвету и по структуре видно, что довольно сливочная залипучая будет. Причем, как и белая новая. Вот прям один в один они похожи очень сильно. Давайте будем пробовать. Блин, много сильно мела сегодня ем. Вот можно было бы его сейчас не есть, я бы так делал. Но с глинами это практически нереально. Да и мел с глиной сочетается просто вау. Что могу сказать? Внешне от новинки он отличается тем, что в нем попадаются вкрапления. Вкрапления без скрипа. Вкус довольно похож. Единственное, она залипает чуть поменьше. И вкус, если там был глиняно-пыльный, то здесь глиняно-меловой. И вот со всей же этой пыльностью здесь он более раскрывается, будто бы. Ну и хруст побольше чувствуется.
Поэтому если там 4 поставил оценку, то здесь пусть будет 6. Постараюсь побыстрее по каждой глине пробежать, иначе съем слишком много. Глину просто, как по мне, довольно опасно много кушать по причине того, что она именно, особенно вот такую залипучую, все-таки мел не такой, а глина, она липнет очень сильно. Поэтому будем переходить к следующему. Устал немножко я от залипания. Давайте перейдем к следующей глине. У нас будет злата. Глина очень сильно чем-то напоминает орскую. Я ее уже пробовал без ролика. Она мне, кстати, очень даже понравилась. Цвет желтоватый, белый прослеживается. Видно, что глина не сливочная, без залипания должна быть. Довольно пыльная. Если мы вот эти возьмем, то есть они видно, насколько они сливочные, они не настолько пыльные. А здесь прям видно, что пыльная. Вот так попробую показать. Прям бело-желтая вся. Давайте будем пробовать. Ну прям вау. Я бы эту глину не злато бы назвал. А была глина под названием аскорбинка. Я бы ее аскорбинкой назвал. Глина без залипания абсолютно. Хруст, сами слышите, прямо вообще очень хороший у нее. Структура один в один на орские. Глины похожа на серебро и городецкую. Прям один в один при откусывании похожа, только она гораздо мягче. Следующий момент, почему бы я ее назвал аскорбинкой. Вот знаете, вот эти вот аскорбинки, белые, аскорбиновая кислота, витаминки. Вот ты их когда разжуешь, вот эта вот масса такая прикольная во рту. Здесь точно так же, она прям просто суперская. Вкус немножко печной прослеживается. Залипания нету вообще, хотя глина хрустит не так долго, ну причем хорошо довольно хрустит. И там образуется вот эта вот каша, но каша вообще без капельки залипания. Казалось бы, она должна быть песочная, но нет никакого скрипа. Вообще абсолютно нету. Очень классная глина. Ну реально аскорбинка. Просто суперская. А, и что еще хотел добавить. Небольшая солинка мне прослеживается. Вот прям микро-микро. И то не в начале, а в конце, когда все уже превратилось в кашицу. И ты ее вот так смакуешь. И вот эта вот микросолинка, она чувствуется. И то, я думаю, даже не все ее почувствуют. В общем, такое хорошее. Наверное, если из всех глин взять, любимое это все-таки уральская титан. Здесь пусть будет 9 из 10. Очень классная по структуре глина. В свое время мне так понравилась глина серебро. Структура суперская. В общем, я думаю, любителей вот такой глины будет много. Едем дальше. Честно сказать, я не думал, что меня орские удивят, но злато это вот прям суперская глина. Господи, куда бы дальше посмотреть, чтобы не залипало. А тут просто остались все глины, я вот прям вижу, что они супер залипучие будут. Следующая глина. Сливочная. До этого была сливочная вторая, а теперь просто сливочная. По цвету, в принципе, один в один. Топленое молоко, причем такое достаточно, как сказать-то, серого цвета. Пробуем.
мелом все глины хороши. Ну, что я могу сказать? Ну, вообще добавить нечего. Сливочная первая, сливочная вторая. Залипание идентичное, цвет идентичный, вкус, привкус. Все полностью идентичное. Благо, я еще здесь маленький кусочек откусил, сразу это залипание почувствовал. Да и по ней сразу видно, что они в один просто. По структуре, по цвету, такое чувство, будто один кусок вообще разломили и... В общем, как-то так. Добавить нечего. Один в один сливочная первая и вторая полностью одинаковые. Поэтому следующая у нас глинка соленая. По цвету были похожие глины, но у нее уже в оригинальности соленая написано. Давайте узнаем, так это или не так. Цвет здесь у нас желтый, белый, цвет топленого молока. Прям цвет какао даже где-то есть. Пробую. У меня в животе уже все забурлило. Ну, слушайте. Буду сравнивать со сливочной. Вкус, привкус один в один. По структуре, вот как она выглядит в разрезе, в разломе, то есть они полностью идентичны, глины считаются. Ну, лично, как я вот вижу, вам так и говорю. Одно различие со сливочной. Залипание, кстати, точно такое же, если оно еще не сильнее. Ну и самое главное, это соленая, да? Называется соленая. Конечно, если мы будем сравнивать с голубой узбечкой, с Туркестаном серым, то это и рядом соленая не стояла. Но если мы сравниваем со всеми башкирскими глинами, то солинка здесь действительно чувствуется. Ну, то есть, если взять от самой слабо соленой глины к самой соленой перейти, то здесь примерно такая серединка, солинка действительно чувствуется. Все отличие от предыдущей. В общем, как-то так. По оценке, ну, также 4 из 10, ну, можно 5 из 10 сделать, потому что вот эта вот оригинальная солинка, она действительно прослеживается. Поэтому двигаемся дальше. Сейчас немножко перепутал. Получается, вот эта вот сливочная, которую я пробовал, она была похожа не на сливочную вторую, посмотрел, они по цвету и по вкусу различаются, только что попробовал. Она была похожа на сливки белые, на веру, вот на эту глину. То есть сливочная первая и вторая различия имеют очень хорошее. Поэтому поправочка. Движемся дальше. Господи. Опять что-то вот такое залипучее. Белая новая. Вот такое вот название. По факту все та же сливочная вера. Сливки белые. Давайте будем пробовать. Цвет топленого молока. В некоторых местах желтые вкрапления прослеживаются. Показалось. Абсолютно, как я сказал. Один в один от сливочной, от веры и от сливок белых не отличается. Залипание, цвет, вкус, структура абсолютно одинаковые. Но опять же, ребят, напомню, что
более правильное описание будет под описанием ролика. Там отдельно, если ролик вот такой вот снимается, там отдельно каждая глина прописана. Где-то смотрю описание в интернете, смотрю, почувствовал ли я такое, было ли такое в глине или нет. И дополняю его. Потому что описание на момент снятия ролика я не смотрел по этим глинам. Я даю лишь четкое свое. Больше я здесь ничего не почувствовал, скрипа здесь нет. Чистая, сливочная, нежная, будто вот реально маргарин или масло сливочное взял и откусил такой смачный кусок. Очень-очень залипает. Следующая глинка. Уфтимочка. Уфтимочка у нас идет цвета белых сливок. Точнее, топленого молока, цвета топленого молока. И очень четко прослеживаются оранжевые вкрапления. Прям их очень-очень много. Давайте, наверное, вот в этом месте, где их много, как раз таки и откусим. Ну, я хочу сказать, что вкус очень сильно отличается. Залипание такое же, как у белой новой, Веры, белых сливок, сливочной. Очень-очень сильное. Без мелка тут не обойдешься. Не просто так я себя тут мучаю, доедая вот эти вот, я описываю последние глины, потому что я устал от башкирских глин. Они мне глаза просто уже мозолят. Они настолько пересушены уже. Ну, в хорошем смысле, что высушены. Поэтому они ждали своего часа. Один в один похоже по расцветке на глину нуга и арахис. Как залипание, так и по вкусу. Вот эти вот желтые вкрапления оранжевые. Когда ты, вот, допустим, откусываешь чистый белый вот этот кусочек, он довольно стандартно откусывается и растворяется. Но когда ты откусываешь с этими желтыми вкраплениями, глина будто начинает резко крошиться. Но при этом скрипа здесь не появляется. Это плюс. Эта же глина больше действительно походит на арахис и нугу по вкусу и структуре. Довольно такой оригинальный вкус по сравнению со сливочными белыми новыми и Верой, вот эти, которые я вам перечислял. Здесь он идет довольно насыщенной пыльно-меловой, но прослеживается. Сейчас попробую сообразить. Во-первых, структура. По вкусу так и не сообразил. По структуре ты их откусываешь, будто чипсики. Желтые вкрапления попались. Хруст исчез моментально. А вот белые, когда откусываешь, они правда прям как чипсики жуются. Правда, это пару секунд, и потом сразу все в кашицу очень залипучую уходит. Последняя глина осталась. Вообще другая с этим не связана. В общем, с учетом того, что это очень сильно похоже на нугу и на арахис, а арахис мне больше понравился с нугой, тоже 5 из 10 пусть будет. Эти глины очень сливочные и очень хорошо залипают. Я вот думаю, для всяких паст, глиномелов они очень хорошо подойдут. Движемся дальше. А я еще главное, когда заказ на эти все глины оформлял, мне поставщик говорит, у нас новинки появились. Я говорю, а давайте все возьмем. Мало того, что они не все пришли, так еще и просто один в один на старинки похожи.
В общем, следующая глина лежит у меня очень давно. Называется она просто розовая. Это орская глина. Чем-то похожа на глину кирпичик. По структуре и потому, как я ее раскалывал, видно, что хрен ты ее откусишь. И она очень твердая. Она прям розового цвета. Также заказывал последний раз в Туркестан. Мне в подарок положили Туркестан зеленый. На следующем ролике его разберем. На следующем ролике мы еще разберем... Как же эта глина называется? Не земелька. Она не из Орских. Я сейчас вспомню. Корешок. Вот, тоже новинка появилась. Будем пробовать. Ну, что я могу сказать? Поехали. Глина это очень-очень пыльная. И вот эта глина, я хочу сказать, она самая тяжелая по очистке. Глина вот эта, потом кирпичик. Они прям такое чувство, будто ты реально кирпич пытаешься почистить. Это ужас. Я чем только не пробовал. Обычным ножом, ножом с зубчиками, канцелярским ножом. Канцелярский еще как-то берет, но прям вообще с трудом. Я не представляю, как такие глины вообще чистят. Давайте, в общем, пробую. Вау. Походит на городецкую по структуре. На кирпичик. Безумно твердая, реально, будто кирпич кусаешь. Я, кстати, в детстве это еще было. Меня очень манило на кирпичи. Вот напишите, кстати, в комментариях, что из необычного, да, кроме мела и глины, на что вот у вас прям мания такая была. Запах мне очень сильно нравился, когда заходите в баню разогретую, прям как глиной там пахнет. И кирпичи я ел. Это, конечно, вообще что-то. И вот здесь, во-первых, привкус кирпича чувствуется. Ну, кто пробовал, тот поймет. Кто нет, уж извините. И что более интересно, что здесь чувствуется, это при первом же откусывании, я еще даже ее не разжевал, прям жесткий, очень жесткий пыльный привкус идет. Он прям вау здесь. Я не помню даже... Ну, в Астане он чувствуется, но когда она очень сильно просохшая, прям пыльная, мешочек вот так делаешь, пыль поднимается, и там прям отчетливый запах стоит. А здесь при откусывании, потому что в Астане при откусывании он теряется, а здесь прям вау. Ну, конечно, я думаю, вас не хватит больше, чем на такой кусочек, потому что молотком или еще чем-то вы его хрен расфигачите. Вот на такой вот, на пластинку. А даже, между прочим, от пластинки от этой фиг откусишь. Вот у меня маленький есть. Вот кололась бы она в воде, как уральская. Ее можно было вот на такие чипсики наколоть. И вот такими чипсами ее кушать удобно. Сам по себе вкус, когда вы ее уже разжевали, мне не очень понравился. Он напоминает какой-то земельный привкус. Ну, какое у него пыльное послевкусие. И вот сейчас, кстати, прожевал. Послевкусие тоже хорошее стало. Но она очень сильно на Орскую. Это же и есть Орская. Там у нас чуть-чуть сливочное, видимо, где-то откуда-то было. Очень сильно на кирпичик похоже, правда. По некоторым глинам мне иногда клиенты пишут, как ее расколоть. Я пишу там молотком, аккуратненько, по граням, допустим, да. Мне там пишут, да я там не только молотком, чем только не пробовали, не получается. Я говорю, ну тут мне уже вам подсказать очень даже сложно будет. Главное не острым концом, а вот там на самом деле как получается, вот так и колите такую глину, потому что нереально даже от такого куска ее откусывать. Ее реально на пластинке только колоть. Ужас. Ну, вкусненькая.
очень пыльное послевкусие. Но извините меня, если вы килограмм такой глины осилите, я не знаю, что там от зубов останется. Поэтому мелок мне в помощь. Севрюкова попался походу. Зачем я сюда положил сухие сорта мела, если я их не люблю? Ну что я могу сказать? Есть такая поговорка, что из-за стола лучше выходить с небольшим ощущением голода. Это не про сегодняшний день. Потому что прямо объелся. В принципе, скушал вроде не так много, но с учетом того, что я его вообще практически не ем в последнее время. Это очень много. Завтра я буду молиться за свой желудок. В общем, ребят, какой-то такой ролик получился. В следующем выпуске, возможно, будет еще одна глыба, как вариант. Какие еще варианты? Появились новые шарики. Шарики по вкусу. Шарики и шайбы. По вкусу одни сделал прям один в один Тунгыш-Тарас. По вкусу и структуре они прям рассыпчатые, с чистейшей прям только крошечки и Туркестан добавлен. И еще одни по вкусу тоже похожи на Тунгыш-Тарас, но здесь они уже идут из крупных таких кусочков мела, добавленные, ну, спрессованные не с помощью того, что в них немножко крошки добавлялось. И эти, соответственно, уже с хрустом идут, потому что кусочки там очень такие обильные добавлены. Ну, в общем, в следующем ролике, наверное, будет глина-корешок. Туркестан зеленый. Прям интересно попробовать, что это такое. Когда-то мне было также интересно, если честно, попробовать Туркестан серый. Я офигел, когда он мне пришел. Я не знаю, если никогда не пробовали, возьмите, ну, максимум грамм 100. Вот если, допустим, у меня заказ оформляете, грамм 100 возьмите попробовать. Это вообще что-то другое. Чтобы вы понимали, там прям кристаллами соль попадается. Это самая соленая глина, которую я когда-либо пробовал. Если мы возьмем из мела, самый соленый мел это, наверное, морской пресс. Или же морской был типа дворянского, блин, не помню честно, как называется. Тоже что-то морское там было в названии. И еще один сорт, но он очень старый, его уже нету даже в продажах, в принципе, ни у кого. Ну, в общем, чтобы вы понимали, это даже вообще рядом нигде не стояло с Туркестаном серым. Я реально офигел, когда я его расколол и почистил, смотрю, там прям куски соли лежат. Я такой, офигеть. Не отдельно, конечно, они сверху прям идут поверх, получается, куска глины, но он настолько соленый, там реально хоть суп вари с него. В общем, какой-то такой нюанс. И что самое интересное, мы наконец-то перейдем к крымским глинам, потому что это что-то новенькое, по вкусу напоминающее где-то, я думаю, будет орский, особенно, ну, такого там, думаю, один сорт, кстати, там был вот такой вот твердый. Остальное будет, я думаю, похоже по структуре, в принципе, тоже на орские глины, но достаточно интересные крымские, я их попробовал. Там есть прям оригинальные, что самое интересное, там каждая глина друг от друга отличается, их всего около 8 сортов. Там такие глины, как Массандра, Кассандра, не помню, какие еще были. Шоколад, глиномел. Ну, я бы глиной, наверное, назвал. Это то же самое, что вот это Актобе. У кого-то она считается мелом в Казахстане, по-моему, да. У нас ее считают глиной. В общем, везде все по-разному. Ем и ем. Надо бы остановиться уже.
Ну что, пишите все свои мнения в комментариях. В описаниях ролика, как я и сказал, все ссылки на все группы, все возможные способы, чтобы оформить заказ. Отправка по всей России, по всему миру осуществляется. Способ оплаты обязательно подберем. Ну и я жду ваше мнение в комментариях по поводу того, что вы хотите увидеть в следующих роликах. Ну я не прощаюсь, совсем скоро увидимся. В общем, до новых встреч.